Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что думает бывшая о вашей личной жизни? Итак, настройтесь на расклад, загадайте женщину. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал для энергообмена. И смотрим, какая же сейчас у вас ситуация проигрывается. Вы вообще мужчина огонь. Вы очень такой, знаете, несмотря на свою силу какую-то, может быть, даже внешнюю мощь такую, вы очень ранимый такой человек, очень душевный и добрый. Да, не всегда вы можете это показывать, но по сути своей вы добряк. Вы хорошо, в общем-то, зарабатываете деньги, да, вам деньги даются очень непросто. Вы много тратите сил и времени. Но по своей природе, еще раз повторяю, вы настолько вот добродушный человек, вы это можете не всем показывать, это могут знать единицы. Вот вашу сущность, которая вот по жизни, какой вы вообще настоящий, это знают далеко не все. Вы не всем можете раскрываться, не всем открываете свою душу, особенно сейчас. И вас таким, знаете, вот закалила женщина, она сделала вас таким вот. Может быть, в последнее время, да, вот после того, что у вас произошло с вашей женщиной, вы стали более сдержанным, более недоверчивым, более холодным, неприступным таким. То есть раньше вы были как-то вот более открытый. Может быть, даже в чем-то вы были наивным, да, вот вы доверяли наивно своей женщине. Вы полагали, что вот если вы вкладываетесь в отношения, да, вот вы всю душу, всю любовь даете, вы думали, что и вам всегда будут отдавать все то же. Но, к сожалению, вы ошиблись, и это вам причинило очень большую боль. Так. Кстати, скоро должны у вас быть денежные поступления, судя по раскладу. Так. Да, женщина вам причинила очень и очень большую боль. С этой женщиной у вас был период, когда было все хорошо, замечательно и стабильно. Вы не собирались никогда с ней расставаться. Вы даже в кошмарном сне не могли допустить ситуацию, чтобы с ней расстаться, потому что настолько сильно вы безумно ее любили. Вот она была ваша императрица, она была для вас всем. Вы, ну, все, что можно и нельзя, делали для нее. Хоть звезду с неба вы старались, все, бежали, летели, да, чуть ли не любой каприз старались исполнить, только бы ей было хорошо, только бы она улыбнулась, да, только бы она была счастлива. И, к сожалению, это не оценилось. Итак, давайте все-таки посмотрим, что же ваша бывшая думает о вашей теперешней личной жизни. А она, знаете, она думает, что у вас вообще личной жизни нет. Или же, знаете, вот либо же ее нет, либо же вы всем врете. Вот она почему-то считает вас вот, ну, каким-то обманщиком, что ли. Вот очень четко она считает, что вот женщины с вами несчастливы. Вот она, знаете, вот почему-то она полагает, что все, кто с вами связываются, очень быстро разочаровывается. Давайте все-таки уточним, почему? Вот почему она так считает? Ну ведь это ненормально, да? Так. Вот она считает, что с вами отношения очень тяжелые. Я заранее прошу прощения, да, вот то, что я говорю, это всего лишь расклад, да, я никого не хочу обидеть. Вот она считает, что с вами женщина, даже если есть, ей очень тяжело, что женщина вас терпит, терпит ради денег. Вот почему-то, знаете, она даже не допускает мысли, что вас можно любить. Как ни странно, да, ну это как-то ненормально.
Так, что она еще? Да, вот посмотрите, она считает, что женщины могут вас только использовать, что вот ради больших денег женщины с вами. Она считает, что вы помогаете другим женщинам финансово, может быть, подарки дарите, вот как будто вы покупаете женщин, да. Вот она прекрасно понимает, да, если тем более у вас есть деньги, вы в нее вкладывали, что вы и другой своей женщине вы можете прекрасно давать деньги. Она, знаете, у кого-то проигрывается, что женщина считает, что у вас вообще не будет никакой личной жизни. Вот она считает, что пока у вас есть деньги, вы нужны женщинам. Если у вас не будет денег, то и женщин как таковых вот отношений у вас не будет. Вот настолько, знаете, человек корыстный, что она считает, вот если она корыстная, значит и все женщины должны точно так вас использовать. Я, конечно, в ужасе, мой шок в шоке. Но причем женщина искренне считает, что вот вы такой, да, что, что вот у вас карма такая, судьба такая, что все женщины должны использовать. Вы понимаете, даже вот после расставания она настолько негативно мыслит о вас. Это, конечно, ужас, кошмар. Так, да, она вот считает, что у вас, возможно, выбор среди женщин есть, да? Но женщины, вот женщины, они очень временные. Вот они как слепые котята к вам идут, вот чисто на деньги, да, вот на запах денег идут. Она настолько вот сама человек прожженный вот деньгами, вот подарками, да, когда вы ее баловали. Она считает точно так, женщина, если есть у вас рядом, она только вас использует, да? Кошмар. Так, что еще она думает о вашей личной жизни? Она, знаете, она очень хочет, чтобы вы были один почему-то. Вот она считает, что вот вы должны быть один, никому не нужный. Вот почему-то у нее такое, знаете, ну, скорее, это вот агрессия. Вот ваша бывшая, она очень негативно на вас настроена. Она, знаете, настолько обозленная, что даже сейчас, вот спустя, может быть, годы у кого-то, да, вот она считает, что вы должны быть один, весь такой бедный, несчастный, вот как этот отшельник, вот одинокий, да. Хотя, в общем-то, отшельникам иногда очень даже и неплохо быть, да. Довольно часто мужчины говорят, что да, мне классно одному, мне никто мозг не выносит, да. Для постели я себе найду. Ну, по крайней мере, мне спокойно, да. И сейчас я вам скажу по статистике, все больше мужчин говорят так. Реально молодежь даже не хочет жениться. Молодые парни даже говорят, а зачем оно мне надо, да? Зачем? Сейчас ни детей не хотят рожать, вот новое поколение, ни мужчины не хотят жениться, да и вообще молодежь. Ну, гражданский брак это максимум. До чего катится мир, конечно, я не знаю, но как-то семейные ценности вообще уходят на задний план. Поэтому ваша женщина бывшая очень-очень обозлена. И она очень хочет, чтобы женщины вас либо же обходили стороной, либо же они вас используют, да. Вот видите, у нее настолько вот она агрессивно до сих пор на вас настроена, ваша бывшая, она все видит в черном цвете. Вот почему-то она, знаете, я не буду сейчас уже уточнять, потому что это будет и очень долго, и это уже другой расклад будет. Вот она почему-то злится на вас до сих пор. Она потому так и думает о вас негативно, у нее есть свои какие-то обиды.
У всех это будет, конечно же, по-разному. Кто-то, может быть, денег не дает, кто-то, уходя, разделил квартиру, либо же там еще какое-то имущество. Ну, то есть, да, вот, может быть, вы что-то с ней поделили при расставании, чем-то обделили, обидели ее, да, и теперь вот у нее один негатив, ну просто реальный негатив к вам. Вот пожелание, знаете, вот одиночество какой-то, боли, да, вот пусть тебя используют, да, вот как будто ты недостоин хорошего. На самом деле это ужасные мысли, ужасные слова, да, если вдуматься. Особенно если осознавать, что это думает женщина, которую вы любили. Это больней в 2 раза. Поэтому, дорогие мужчины, я вас просто даже не то чтобы прошу, я призываю вас. Никогда не нужно жалеть о женщине, которая вас использовала, и тем более о предательнице, которая спустя годы так к вам относится, понимаете? Человек очень четко считает, что вас можно использовать, да? Вот, извините за выражение, как какой-то Иванушка-дурачок, да, которого можно использовать. Не позволяйте ни в коем случае вытирать о себя ноги. Как мы, запомните, золотое правило по жизни. Оно касается абсолютно всех, и мужчин, и женщин. Как мы позволяем к себе относиться, так к нам и относятся. И это работает 100%. Вы позволили 1 раз вас обидят 2 раз. Вы позволили унизить или оскорбить 1 раз. Это же сделают и 2 раз. Поэтому, дорогие мужчины, я вас прошу, соберите свою силу воли как-то в кулак. Я понимаю, что это очень сложно, это тяжело, это так легко не делается. Любимого человека, конечно же, не выбросишь из души и сердца. Но постарайтесь все-таки вот именно осознать, вот именно ну, мозгом, да, вот обдумать, понять это все, что женщина, которая предала вас, которая не оценила вашу любовь, ваши старания, да, она даже сейчас желает вам всего наихудшего, то есть она даже не безразлична, она просто желает вам плохого даже сейчас, понимаете? Это просто вот ужасно осознавать. Вот даже мне, да, я вот как бы в этом не участвую, но мне просто, я смотрю на расклад, и мне жутко становится, как же можно быть такой злой и жестокой, да? Поэтому уж постарайтесь как-то взять себя в руки, да, понять, осознать, что жизнь продолжается, что дальше будут новые отношения, новая женщина, возможно, новое счастье и любовь. И знаете, не зря говорят, лучше быть одному, чем вместе с кем попало, да. И это правда. Поэтому я в вас верю, да, вы мужчины, вы сильный пол, вы должны быть сильным и выносливым, у вас все обязательно получится, да. У вас наладится и личная жизнь. Я вам всем искренне от души желаю счастья, всего наилучшего, и чтобы вы, конечно же, встретили женщину, которая полюбит вас по-настоящему, которая оценит вас по достоинству. Я верю, я знаю, что у всех у вас, у каждого, у вас будет все хорошо. Да будет так. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!